и так знаете, что стадион Санкт-Петербург входит в число самых современных арен мира, но уже на следующей неделе он станет еще круче. Все дело в том, что на ближайшем домашнем матче против Краснодара «Зенит» покажет уникальную технологию, над которой клуб работал последние несколько лет. Начиная с осени 2015-го, «Зенит» в тесном сотрудничестве с японской компанией Arasiyama Agrotechnologies приступил к созданию абсолютно нового продукта, который сможет решить сразу несколько проблем мирового футбола. Что вы знаете о разметке? Да, по сути, это просто линии на поле, которые начертили белой краской. Но на деле все немного сложнее. Вопрос разметки десятилетиями беспокоит все футбольные клубы. Во-первых, это жутко неэкономично. Линии нужно чертить заново на каждый матч. А это сотни огромных канистр с дорогостоящей краской ежесезонно. Плюс оплата работы разметочной бригады. В общем, расходы серьезные. Во-вторых, краска для разметки имеет особую, очень высокую концентрацию. Если она попадает на форму футболиста, ее уже невозможно отстирать. В-третьих, краска для разметки в определенной степени токсична. Испарения от нее могут не лучшим образом сказываться на здоровье футболистов и экологии в целом. Приняв во внимание все перечисленные проблемы, связанные с разметкой, «Зенит» первым в мире решил обратиться к науке. В 2015 году при поддержке ученых из Arasiyama Agrotechnologies началась разработка особого сорта травы. Травы абсолютно белого цвета. Исследовательскую группу возглавлял Такаки Инакучи, один из лучших в мире гроссологов. Несколько лет назад «Зенит» обратился к нам с идеей создать белую траву. Моя команда занималась многими сложными проектами, но предложение «Зенита» стало настоящим вызовом. На протяжении 2,5 лет мы исследовали, скрещивали различные сорта, и нам удалось замедлить процесс фотосинтеза за счет клеточной мутации. В итоге мы добились своей цели и первыми в мире создали белую траву. Вместе с «Зенитом» мы написали новую страницу в истории гроссологии, и я убежден, что наша разработка изменит мировой футбол. Как только были добыты первые семена белой травы, их срочно переправили из Японии в Санкт-Петербург. И здесь уже к работе подключилась зенитовская агрослужба. На данный момент у нас закончился этап, вырезали участки газона с разметкой и интегрировали туда новый тип газона, который просто своим результатом удивил нас. Приживаемость 90%, корневая зона, она намного лучше, чем обычный газон. Ну, это просто сумасшедший результат. Отныне на поле стадиона Санкт-Петербург не нужно будет наносить разметку. Более того, патент на белую траву принадлежит именно «Зениту». Футбольное сообщество — это небольшой мир, внутри которого важные новости распространяются очень быстро. Так, несколько известных клубов уже обратились к сине-бело-голубым с желанием приобрести белую траву для своих стадионов. «Зенит» был готов к подобному развитию событий и изначально планировал компенсировать затраты на исследования за счет последующей продажи образцов. Неподалеку от Arasiyama уже высажены несколько полей с белой травой, семена которой совсем скоро разлетятся по всем стадионам планеты. Очень здорово, что «Зенит» сделал это первый в мире. Мы как клуб должны продолжать современные технологии. Я надеюсь, что всем это понравится.